Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить на завтрак сырники с сыром. Продукты я подготовила заранее. Здесь 300 грамм творога жирностью 5%. Творог у меня крупнозернистый, поэтому я измельчаю его вилкой. При желании можете протереть творог через сито. Погружным блендером лучше не пользоваться, потому что творог станет более влажным, и тогда в сырники придется добавить больше муки. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 150 грамм тертого сыра. У меня сыр сулугуни, но можно использовать любой сыр по вашему вкусу. Перемешиваю до однородности. Немного солю по вкусу и добавляю мелко нарезанный укроп. У меня небольшой пучок. Вы также можете добавить любую зелень по своему вкусу. Снова перемешиваю. Добавляю 2 яйца и перемешиваю до однородности. Теперь добавляю пшеничную муку. Сначала 2 столовые ложки и перемешиваю. Затем муку добавляю по 1 столовой ложке. Всего у меня ушло 4 столовые ложки муки. Возможно, вам муки понадобится больше или меньше. Это зависит от влажности творога и размера яиц. В итоге должна получиться творожная масса, которая хорошо держит форму и не липнет к рукам. Теперь формирую сырники. Если хотите получить идеально ровные и красивые сырники, можно формировать их на горизонтальной поверхности при помощи стакана или ножа. Я ограничена во времени, поэтому формирую сырники руками. Каждый сформированный сырник обваливаю в муке. В сковороду наливаю немного подсолнечного масла. Когда она хорошо разогрелась, выкладываю сырники. Жарю их на медленном огне до золотистой корочки с 2 сторон. Вот такие сырники с сыром у меня получились. Готовятся они очень быстро. И мы с сыном часто едим их на завтрак. Такой завтрак получается не только вкусным, но и сытным. Рецепт простой и из доступных продуктов. Сыр можно использовать любой, по вашему вкусу. А при желании его количество можно увеличить. Сырники с сыром вкусны как в теплом, так и в холодном виде. Мы любим есть их со сметаной. Обязательно попробуйте приготовить эти сырники. Уверена, они вам понравятся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!